Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить грузовой модели AMA F15, которая выпускалась на Рославском автоагрегатном заводе с 1983 по 1994 год. Прототипом для этой модели послужил грузовой автомобиль AMA F15, который производился на заводе Автомобильное московское сообщество AMA с 1924 по 1931 год. Разработан он был на базе итальянского грузовика Fiat 15 Ter, сборку которого завод AMA вел еще с 1919 по 1924 год и впоследствии перешел на самостоятельное его производство. AMA F15 считается первым серийным советским грузовиком. Этот автомобиль участвовал во всех грандиозных стройках и начинаниях первых лет Советской России, а впоследствии СССР. Он стал прообразом многих типов спецавтомобилей и грузовой техники. Всего за 7 лет было произведено около 6500 моделей AMA F15, а до наших дней дожили всего 3. Модель Рославльского завода была копией автомобиля AMA F15 1927 года выпуска. Данный экземпляр был изготовлен практически полностью из металла и был довольно тяжелым. Исключение составляла резина на колесах, детали салона, клаксон, а позже детали ходовой. Общее исполнение модели было грубоватое по сравнению, например, с моделью AMA от Elecon, и это неудивительно, так как опыта в производстве такого типа продукции, как масштабные модели, у Рославльского завода не было. Тем не менее, модель получилась очень качественной и долговечной, хоть и не такой детализированной, как от завода Elecon. Более ранние модели на днище не имели имитации ходовой и выхлопной систем. Надписи AMA F15 1927 и Москва ЗИЛ СССР 143 были нанесены на днище модели. Задний винт крепления находился под задней осью, в отличие от более поздних моделей. Ранние модели покрывались лаком, из-за чего смотрелись еще более привлекательно. В кабине в заднем окне у ранних моделей чаще всего наблюдается 6 прорезей на решетке, но и 5 тоже не редкость. Самые первые модели имели бронзовые клаксоны и петли на капоте. Позже клаксон стал пластиковым, а петли отливались вместе с кабиной. Поздние модели, начиная с конца 80-х, стали комплектоваться пластиковой ходовой и выхлопной системами. Причем в начале карданный вал был металлическим, а потом также стал пластиковым. Надписи на модели уже сместились, на подножках были надписи 1.43 и ЗИЛ, а на днище AMA F15. Задний вид крепления сместился дальше от оси заднего моста. Модель встречается как в красном, так и в синем цвете. Также возможны отличия по фарам и решетке радиатора. Колеса могли быть как резиновые, так и пластиковые. Моя модель по всем признакам относится к более раннему этапу производства, так как не имеет имитации ходовой и выхлопной систем. Количество прорезей на кабине 5, а пластиковые покрышки у нее со временем потрескались. Коробок для этой модели известно несколько вариантов, более ранее с обычного картона и без прозрачного окошка, позже с прозрачным окошком. Цена на данную модель сегодня не сильно высокая и зависит прежде всего от состояния, наличия коробки и периода производства и стартует от $10. Как ни странно, но на сегодняшний день более ценными считаются модели позднего периода, возможно потому, что у них имеется имитация ходовой и выхлопной систем. Цены на такие модели с коробкой доходят до $50. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора. Надеюсь, информация оказалась полезной. Пока-пока.